Sen çaresiz değilsin. Ağlama. Canım çok acıyor. Senin anan kesin soktu bu boşanma fikrini onun aklına. Kocanı ne? Bundan sonra Serhat sadece senin kocan olacak demektir. Eşyalarınızı toplayın ve İstanbul'a dönün. Bir daha yan yana gelmemeniz için elimden gelen her şeyi yapacağım. Elinden geleni ardına koyma. Melek'le Yıldız'ın kardeş olduğu gerçeği. Serhat bunu asla öğrenmeyecek. Öğrenecek. Здравствуйте, дорогие подписчики! Добро пожаловать на мой канал. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Когда Серхат говорит Йылдыз, что будет учить его и заботиться обо всех его нуждах, но не должен бросать учебу, Йылдыз обещает учиться. Во время разговора Серхат пытается вытереть варенье с уголка губы Йылдыз, они обмениваются взглядами, и Йылдыз пытается сменить тему. Мелек грустит, думая, что потеряла Серхата, когда подходит Севди, обнимает ее и утешает. Мелек плачет, говоря: «Ты была права, мама, ты была права насчет Йылдыз», и Севди очень рада, что назвала ее мамой. Когда сотрудник больницы приходит за Дальяном в кино, Юсуф, опасаясь похищения Дальяна, не хочет его впускать, и сотрудник злится. Когда Мелек говорит, что оставит Серхата, Севди пытается остановить ее и уговорить поговорить с Серхатом. Мелек не убеждена, но Севди уверена, что она пытается что-то предпринять. Когда Серхат приводит Йылдыз, чтобы записать его в репетиторский центр, Йылдыз вне себя от радости и крепко обнимает Серхата. Когда Серхат говорит: «Пообещай мне, что будешь усердно учиться и станешь учителем», Йылдыз отвечает: «Обещание есть обещание». Человек, которого считают сотрудником больницы, на самом деле является наемником Акифа, и он дает ему деньги и отправляет по указанному адресу, чтобы отвезти Йылдыз к Дальяну. Когда директор во время регистрации спрашивает, является ли Йылдыз его женой, Серхат ничего не может ответить, и Йылдыз объясняет, что он ее двоюродный брат. Когда они уходят, учительница Йылдыз, хорошо одетая, видит ее и спрашивает директора, новенькая ли она. Директор отвечает: да, она пришла со своим двоюродным братом, к большой радости учительницы. Судья встречает свою племянницу Фикран, и сотрудник особняка неправильно понимает их встречу. Пока Серхат и Йылдыз гуляют по рынку, лавочники начинают говорить о Йылдыз плохо, и когда Йылдыз не выдерживает и отвечает тем же, завязывается драка. Серхат тут же бросается туда, бьет мужчину головой о прилавок и заявляет: «С этого момента я вырву язык любому, кто будет плохо говорить о чести Йылдыз. Я не потерплю никого, кто оскорбляет невинную женщину, находящуюся здесь под моей защитой». Когда это видят Мерием Ханем и персонал особняка, они замечают: Серхат, похоже, влюблен в Йылдыз, посмотрите, каким он стал крутым. Тем временем султанша Ханем говорит Акифу, что не хочет, чтобы Серхат приводил Йылдыз обратно в особняк. Когда Акиф объясняет, почему султанша Ханем выбрала Серхата своим преемником, Акиф злится и уходит, говоря: «Почему вы не выбрали меня? Вы обманули меня». Когда Серхат прибывает в особняк с Йылдыз, султанша Ханем подходит к ним и говорит: «Эта девушка не может войти в этот особняк». Серхат отвечает: «С этого момента никто не будет вмешиваться в дела Йылдыз, она будет ходить на занятия и обратно», и отправляет Йылдыз в свою комнату. Когда Мелек пытается поговорить с Серхатом, она понимает, что ее игнорируют, что еще больше ее деморализует. Мелек врывается в комнату Йылдыз, и они начинают спорить, кричать и драться, при этом Мелек говорит Йылдыз держаться подальше от ее мужа. Йылдыз падает на пол, и тут входит Серхат, заставляя Мелек уйти. Когда Серхат подходит к Мелек, чтобы узнать, почему она так себя вела, Мелек говорит ему: «Я видела, как вы двое спали вместе, обнимаясь». Серхат еще больше злится, говоря: «Не говори глупостей», и они яростно спорят. Акиф собирается рассказать Зияну Аге, где находится Дальян, когда его ловит Серхат, сердито восклицая: «Значит, это ты меня предал». Акиф говорит: «Ты его не убил, я нашел того, кого убить, и ты должен за это извиниться передо мной». Серхат отвечает: «Надеюсь, иначе я заставлю тебя дорого заплатить», и уходит. Серхат отправляется в путь, Ашир идет с одной стороны, а Дальян – с другой.
По дороге Юсуф извиняется перед Серхатом, считая, что это была его вина, но Серхат говорит, ошибки случаются непреднамеренно, а злодеяния совершаются намеренно. Если бы ты сделал что-то не так, я бы тебя выгнал. Султан Ханем просит Хачика позвонить Йылдызу. Ашир и Зиян Ага врываются в дом Дальяна, убивая его людей, и, наконец, когда Дальян пытается сбежать, он сталкивается с Аширом и Зияном Агой. Когда Йылдыз предстает перед султаном Ханемом, она говорит, «Не думай, что раз ты пришел в этот особняк, я приму тебя как свою невестку. Каждый день, проведенный в этом особняке, будет для тебя сущим адом». Когда Йылдыз спрашивает, неужели мама, султан Ханем не хочет, чтобы она называла ее матерью? Они поручают Йылдыз помыть посуду и покидают кухню. Пока Зиян Ага заставляет Дальяна встать перед ним на колени, он признается в прошлом, признавая, что убил всех людей Юсуфа и Серхата Кардагли, забрал оружие Ашира и убил своего отца собственными руками, а затем обвинил в этом семью Йылдырын. Дальян спрашивает, ты убил своего брата, чтобы выжить, и когда Зиян Ага говорит, что затем отдал Йылдыза семье Йылдырын и заключил мир, Дальян очень злится, говоря, что ты за человек. Я считал тебя сводным отцом. Как раз когда Серхат Зиян Ага собирался застрелить Дальяна, Серхат приставил пистолет к его голове сзади и спросил, значит, это ты играешь с жизнями всех, Зиян Ага? Есть ли здесь предатель больше тебя? Когда Дальян хотел выстрелить, Серхат не позволил ему. Я заставлю тебя пережить настоящий ад на земле, Зиян Ага. Ты не уйдешь, не заплатив за содеянное, сказал он. Мелек покидает особняк и идет к родителям, рассказывая им о своей ссоре с Серхатом и объясняя, что хочет, чтобы Серхат извинился перед Йылдыз. Когда госпожа Нергис говорит ей развестись с ним и избавиться от него, Мелек говорит, что не уверена в своих чувствах. Когда она сердито спрашивает, почему они не позволяют им убить Ашира Даляна, Серхат отвечает, потому что твой отец убил своего отца, а теперь ты собираешься убить его сына. Ашир ошеломлен. Зиян Ага уходит с Аширом, говоря, что они поговорят позже в особняке. После их ухода Серхат бьет Даляна по щеке и говорит, с этого момента ты не будешь упоминать имя Йылдыз. Ты сказала, что тебе есть что мне рассказать, если я оставлю тебя в живых. Скажи мне, что ты мне расскажешь. Он говорит, есть ли что-нибудь еще сказать. Все, что мы пережили, было ложью, и его глаза наполняются слезами. Хачик разорвала письмо, написанное Юсуфом. Она собирает кусочки воедино и читает его. Она понимает, почему Юсуф так с ней поступил, и, плача, сжимает письмо в руках. Когда Ашир прибыл в особняк, он столкнулся с Зияном Агой, который сказал, «Я сделал то, что было необходимо для моей семьи, мне нечего рассказывать». Ашир ответил, «Ты собираешься убить меня или своих внуков из-за этого кольца». Зиян Ага попытался ударить его, но Мириам Ханем с ножом в руке набросилась на него, крича «Довольно». «Видишь, не все секреты уходят в могилу». Ашир, поняв, что он все знает, воскликнул, «Мама, ты тоже знала». Этот дом полон лжи, и ушел. Прибыв в особняк Серхата, он столкнулся с Акифом и султаном Ханемом, объяснив, что Зиян Ага убил собственного брата и обвинил их, заявив, что вся кровная вражда – ложь. Акиф спросил, что теперь будет. Султан Ханем ответил, что будет. Право на кровь перешло к нам. Серхат возразил, разве на этих землях не пролито достаточно крови? Йылдыз пыталась ответить на вопросы, когда внезапно появился Серхат, напугав ее. Серхат объяснил, что вопросы ему не даются легко, и хотя они не такие сложные, как у Йылдыз, он тоже находит их непростыми. Затем, когда ее спросили, почему она работает на кухне, и когда Серхат спросил, не его ли это мать, она все отрицала, заявив, что это она этим занимается. Когда Серхат настойчиво задал сложный вопрос, Йылдыз указала на звезду. Пока Серхат объяснял вопрос, Йылдыз с восхищением посмотрела на него. Когда Йылдыз сказала, что Мелек не бросала ключ, чтобы сбежать, а это сделал кто-то другой, Серхат стал настаивать, но не получил ответа. Когда Серхат пришел в комнату Мелек, он не нашел ее и увидел лежащую лицом вниз свадебную фотографию, вспоминая те дни. Нергис Ханем подошла к Севди Ханем и сказала ей, чтобы она не препятствовала разводу Мелек с Серхатом, после чего завязался спор.
Когда Нергис Ханем собиралась уходить, Севди Ханем остановила ее и сказала: «Это был не Мустафа, я солгала. Я скрыла тот факт, что ее отцом был Зиян Ага, чтобы защитить Мелек». Нергис Ханем была удивлена, задаваясь вопросом, не сестры ли Мелек и Елдыс. Севди Ханем умоляла ее никому ничего не рассказывать, говоря, что Мелек пострадает. Ашуир был обеспокоен, думая, что станет жертвой кровной вражды, и Мириам Ханем тоже была обеспокоена и предупредила его быть осторожным. Султан Ханем и ее сыновья размышляли, что делать. Акиф говорит Серхату: «Ты заплатил за это, теперь моя очередь платить. Я пойду и застрелю одного из них, а потом пойду отбывать свой срок. Ты будешь защищать племя». Когда Елдыс приходит в учебный центр, учитель Метин подходит к ней. Пока они разговаривают, Ашуир видит их и подходит. Когда Елдыс говорит: «Серхат сказал, что будет тебя учить», Ашир прогоняет учителя и обнимает Елдыс, говоря: «Браво, девочка. Прости меня, я так сильно тебя мучил, что забрал у тебя книги. Прости меня». Елдыс спрашивает: «Брат, что с тобой? Почему ты говоришь так, будто вот-вот умрешь?» Затем Ашир рассказывает о поступке Зияна Аги. Когда Хичран, племянница судьи, приходит в арендованное ею помещение, она понимает, что внутри есть люди. Она берет брусчатку и входит. Перед ней появляется Ашир с цветами и плюшевым мишкой, говоря: «Добро пожаловать, мадам». Ашир кое-что изменил в магазине, чтобы загладить свою ошибку, что совсем не нравится Хичран. Когда Хичран говорила: «Я пришла сюда не за чем-то плохим», она разбила вазу, которую держала в руках, об голову Ашира. Когда Хичран почувствовала себя плохо и спросила, все ли с ним в порядке, Ашир поинтересовался, утих ли его гнев. Тогда Хичран сказала: «Ашир, я понимаю тебя, но уходи отсюда, прежде чем я причиню тебе вред». Ашир, оставив медведя и цветок, сказал: «Я обещал свою жизнь другому, тебе нужно встать в очередь». Узнав обо всем этом, Елдыс быстро пришла в особняк и сказала Серхату: «Не причиняй вреда моему брату, он сумасшедший, но очень хороший. Не причиняй ему вреда. Убей меня вместо него, у него есть дети». Серхат ответил: «Приговор вынесен». Когда Елдыс сказала: «Если ты причинишь вред моему брату, моя звезда померкнет, я не буду есть и пить», Серхат спросил: «Ты собираешься взять себя в плен вместе со своим братом?» Но Елдыс в гневе ушла в свою комнату. Хачик принесла одежду Юсуфа в его комнату и сказала: «Я прочитала твое письмо. Я обидела тебя. Я предпочитаю оставаться в таком состоянии, чем злиться на тебя. Это мое письмо», и передала его ему. Когда Султан Ханем внезапно вошел в комнату Юсуфа и обнаружил там Хачик, она спросила, что случилось. Хачик ответила, что принесла свое белье и вышла из комнаты. Тогда Султан Ханем стала спрашивать Юсуфа, спрашивая, не разговаривают ли они, а обмениваются письмами, и забрал у него бумагу. Однако лист бумаги пуст. Когда Султан открывает его и видит, что он пуст, она не может его поймать. Хачик говорит: «Моя любовь к тебе не может уместиться в этом листе. Помни, как сильно я тебя люблю, каждый раз, когда будешь на него смотреть». Это вызывает улыбку на лице Юсуфа. Акиф тайком садится в машину Ашира и, как только Ашир садится, направляет пистолет ему в голову. После разговора с Севди, Нергис подходит к Мелек и Хильмибею. Нергис дает Мелек номер адвоката по разводам и говорит ей позвонить и закончить дело. Мелек не звонит и уходит. Нергис говорит, что не будет разводиться, а Хильмибей отвечает: конечно, она любит своего мужа. Когда Хильмибей спрашивает: «Ты пришел из дома Севди, что случилось?», Нергис объясняет, что Зиян – отец Мелек, а Елдыс – ее брат. Акиф похищает Севди и отводит ее в пещеру, где они ее прячут, чтобы убить Ашира. В качестве последней просьбы Ашир хочет позвонить. Акиф дает ему телефон и спрашивает, кому он хочет позвонить. Ашир хочет позвонить своей жене, но Акиф не звонит. Как раз когда Акиф собирался нажать на курок, Серхат вмешивается, говоря ему этого не делать. Когда Акиф спрашивает, что происходит, Серхат вручает ему папку и объясняет: «Я помирился с Зияном Агой.
Зиян Ага, помолившись в мечети и помолившись за безопасность Ашира, выходит и обнаруживает Серхата, ожидающего его во дворе мечети. Серхат сказал: «У тебя есть один шанс спасти своего сына. Если ты отдашь мне земли, на которые так долго претендовал, мы сможем остановить кровопролитие и заключить мир. Решение за тобой». Серхат сказал Акифу: «Земля у меня, кровная вражда окончена. Я не мог посадить тебя в тюрьму, это невозможно», и приказал развязать руки Аширу. Когда он сообщил об этом Кады Султан Ханем, они были вне себя от радости. Когда Илдыс услышала об этом и пришла к ним, она сказала ей ужасные вещи, назвав Серхата величайшим несчастьем, которое когда-либо с ним случалось, и поручив ему убрать весь верхний этаж. Когда Серхат уходил, он сказал, что направляется в Мелек, но Акиф ответил: «Пусть так и будет. Если ты хочешь вернуть Мелек, ты должен сделать это». Когда Акиф спрашивает Серхата: «О чем ты думаешь? Ты любишь Йылдыз?» Серхат отвечает: «Нет, брат, я люблю Мелек». Акиф говорит: «Тогда чего ты ждешь? Теперь, когда кровная вражда закончилась, иди и разведись с Йылдыз. Двух женщин не сделаешь счастливыми». Йылдыз настаивает на том, чтобы пойти в отель, где остановилась Мелек, говоря, что им нужно кое-что обсудить. Йылдыз говорит: «Между мной и Серхатом ничего не произошло. Я спросила его, представляю ли я для него какую-либо ценность, но он не открыл рта и не сказал ни слова. Я люблю его, но теперь я смирилась с этим. Меня волнует только учеба, я сдам экзамен и уйду, но тебе придется меня терпеть. Между нами ничего не произошло. Когда тебя нет рядом, он как птица со сломанным крылом, трепещет». Когда Мелек спрашивает, почему она все это говорит, Йылдыз отвечает: «Потому что Серхат, мой брат, пощадил мою жизнь ради меня, и я отдаю его женщине, которую он любит. Он любит тебя, он счастлив с тобой». Серхат стоит перед Мелек с заявлением о разводе в руке и говорит: «Я хочу развода». В этот момент Мелек опустошена. Серхат вспоминает свой разговор с госпожой Нергис. Госпожа Нергис убедила Серхата развестись. Йылдыз подслушивает этот разговор у двери и обретает надежду. На этом завершается еще один анализ. Вы можете поделиться своим ценным мнением в комментариях. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы получать больше видео. Увидимся в следующем видео. Берегите себя. До свидания.